Всем огромный привет, с вами Ксюша, и сегодня у нас наконец-то будет рум-тур этого двухэтажного дома 100 квадратных метров. Здесь мы планируем жить как минимум до конца этого года, поэтому не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Итак, давайте начнем рум-тур. Здесь у нас входная зона, главный вход в дом, а с этой стороны вход в гараж, но здесь скорее такой небольшой склад. Котик, кстати, пришел к съемке, которым мы подкармливаем. Здесь такой дизайнерский ковер, который скрывает подпол, сундук. Далее у нас зона террасы. Она вот такая большая, просторная, как минимум на 4 человек подходит, возможно, даже на 5. Здесь у нас есть все необходимое для проведения уютных вечеров. Тюбани. У нас мой Ноксик смотрит на него. Ноксик очень хочет с ним общаться. Здесь у нас лежат дрова, и мне нравится, что они так аккуратно сгруппированы в этом и в этом месте. Можно готовить плов, также кипятить воду, например, когда нет электричества, потому что такое бывает в загородном доме. Здесь вот столик, который я украсила своими любимыми хризантемами, которые очень долго стоят, иногда они у меня стоят по месяцу. Еще забыла показать, вот здесь у нас тоже зона с дровами. И вот здесь вот дрова, и там вот дрова, там еще сабборд, на котором, к сожалению, у нас нет возможности кататься. Ну, кстати говоря, море не замерзло, поэтому в целом можно, если в гидрокостюме. Очень уютно, вечером можно включить свет, как вот эта лампочка включается, плюс такие гирлянды. Сейчас я включу. Я постараюсь подснять, как это выглядит вечером, когда за окном темно, здесь так уютно. Я думаю, что в теплое время года здесь очень классно сидеть и, например, ужинать всей семьей и со всеми вот этими котятами. Но в холодное время года мы здесь пока что только наслаждаемся видами и готовим еду. А еще здесь очень много птичек летает, и мне очень нравится, что прямо на участке располагается много деревьев, которые были не срублены, также елочки. Хотя, знаете, у панорамных окон есть свой минус, потому что вчера я там сидела, снимала видео, и уже на монтаже заметила, как птичка летела, и, в общем-то, она хотела залететь внутрь, и она, ладно, грустная история, наверное, какая-то. В общем, она ударилась. Ну и полетела обратно. А теперь давайте переместимся внутрь. С террасы мы попадаем в нашу самую большую комнату, это кухня-гостиная. Начну с гостиной. У нас здесь огромный, мягкий, пушистый ковер, который я очень люблю. Сейчас даже тапочки сниму. Также у нас здесь столик, куда я ставлю свои уютные мелочи, то есть книгу, обычно чашечку чая. Такая огромная свеча, у меня 450 мл, и сухоцвет, который хорошо вписывается в любой деревянный интерьер, в интерьер загородного дома. Здесь у нас диван с секретиком. На самом деле он такой, ой, Ноксикин хвост, такого синего цвета, но так как я люблю светлые оттенки, то есть мне нравится минимализм в квартире, то я накрыла его просто 2 большими белыми пледами. Здесь огромный плюс в том, что он, во-первых, мягкий, то есть на нем уютно находиться, да, выглядит это не идеально, но зато в реальности это очень комфортно, очень мягко, приятно, а также Ноксик никак не сможет потереть этот диван, где-то оставить какие-то зацепки. Справа от дивана у нас такая полка, где лежат книги, также мои коробки, которые я, скорее всего, уберу в ближайшее время, но пока что они мне нужны. За диваном лампа, которую мне очень давно подарил Лёша. Я мечтала об этой лампе, она, по-моему, из Икеа, если я не ошибаюсь. Сзади очень важная вещь в загородном доме — это огнетушитель. На всякий случай всегда должен быть. Напротив дивана у нас такая интересная зона. Во-первых, здесь камин, также здесь камин, или как это правильно называется. В общем, здесь топится сауна. Рядышком располагается корзинка, в которую Лёша складывает дрова. Вот такое большое зеркало, которое расширяет пространство, а также по бокам висят огонечки, которые намекают, что уже совсем скоро у нас Новый год. Но с таким небольшим намеком, потому что все-таки пока что начало ноября. Справа от камина телевизор, который имеет очень приятную функцию. Это то, что его можно повернуть, Ноксик везде на фоне, то в сторону кухни, то можно повернуть в сторону дивана. То есть он вот так немного даже выдвигается. Далее у нас вот здесь вот главный вход. То есть это такая маленькая зона, не огороженная отдельной как бы комнатой. То есть у нас нет тамбура, у нас сразу же вход в дом. И прямо у входа у нас располагается первый санузел. Он такой небольшой, здесь чисто туалет и раковина. Справа мы положили нужные мелочи, это всякие метелки, мойка окон и вот эта вот очень красивая штучка, которую мы недавно купили, чтобы убрать, например, вокруг лотка от Ноксика или убрать вот здесь вот рядом с печкой, когда Лёша кладет дрова. И в этой небольшой комнате я обожаю ковер. Он такой мягкий, пушистый. Вы не представляете, как здесь приятно ходить. В целом здесь такое небольшое помещение. У нас здесь стоит только мыло для рук. Кстати, то самое с ароматом выпечки с лимоном. И небольшое окошко. Ты моя хорошенькая. Да, пушистенькая.
Справа от телевизора располагается самая любимая комната Лёши. Сейчас я вам раскрою этот секрет. Та-дам! Это, конечно же, сауна. Справа у нас здесь сначала душ. И знаете, это такой классный душ. Включаются вот эти штучки, и они массажируют все твое тело. Напротив душевой у нас небольшая лавочка, где можно передохнуть после сауны. Также полотенца и шапочки для сауны. Вот эту шапочку я дарила Лёше. Просто в нашей компании в одно время была такая шутка, что Лёша дедушка. Я уже не помню, почему это повелось. Но, в общем, такую вот ему шапочку дарила. Ноксик тоже проводит рум-тур. Везде ходит за мной хвостиком. И давайте пойдем в сауну. Здесь не очень много места, то есть для двоих, да мне кажется, даже больше человек поместится. Очень даже неплохо, уютно. Лёша вот здесь обычно смешивает воду с аромамаслом и брызгает ее на камни. Камни, как нам сказала хозяйка, привезены из какого-то специального места, то есть они испаряют лечебные свойства какие-то. И поэтому теперь 2 раза в неделю мы греемся в сауне. Кстати, насколько я заметила, после нее кожа становится лучше, будто бы очищаются поры. И даже вот Ноксику интересно это место. Она очень любит сюда ходить. Ну, конечно же, никогда здесь очень много градусов. Интерьер места, где мы живем, работаем или просто проводим много времени, очень влияет на наш комфорт. Созданием таких мест занимаются дизайнеры. Им важно создать не только красивую, но и функциональную безопасную среду. Таким образом, профессия получается очень многогранной, творческой, и, возможно, именно вам захочется попробовать себя в этом. Пройти сертифицированное обучение можно в крупнейшей профильной школе дизайна Contented. У них есть фундаментальный курс, полностью посвященный профессии дизайнер интерьера, где каждый ученик научится создавать дизайн жилых и коммерческих пространств и создаст сильное портфолио из 5 проектов. Также студенты наберутся опыта, ведь 80% обучения основывается на практике. Именно такой подход придаст вам уверенности в этой области. Вы освоите все основные программы и в конце под руководством опытного дизайнера пройдете онлайн-стажировку в дизайн-студии. Кстати, авторы и менторы курса — практикующие дизайнеры, а куратор Степан Бугаев — основатель студии «Точка дизайна» с более чем 1000 клиентов. Карьерный центр Contented помогает найти работу, а уже затем дизайнеры интерьера могут работать как на себя, так и в компании или открыть собственное бюро. Средняя зарплата без опыта начинается от 60 тысяч рублей, а у дизайнера с опытом от 150 и выше. В ноябре у Contented проходит Черная пятница, а с моим промокодом скидки будут достигать до 60%. Также вам подарят 2 курса: английский для дизайнеров и курс по авторской фотографии. Все это только сейчас в ноябрьскую распродажу, поэтому переходите по ссылке и знакомьтесь с интересной профессией. Далее мы передвигаемся в мою самую любимую часть этой квартиры, где есть вот такое большое окно, которое прямо над зоной готовки, то есть я могу мыть посуду, не знаю, готовить и смотреть на лес, наслаждаться природой. В общем, не знаю, это очень круто. Я впервые такое видела в домах, в квартирах. Я обожаю панорамные окна, потому что они сразу же заполняют дом светом, уютом, теплом. Но единственное, от соседей нужно прятаться с помощью занавесок. И даже возникает такое небольшое ощущение, что мы находимся прямо посреди леса, хотя мы находимся в этот момент в тепле и уюте. Вот такой вот здесь красивый вид. Сосны, ели. Здесь же на кухне у нас спрятана стиральная машинка, и поэтому между машинкой и стеной я расположила корзинку для белья. Она мне приехала буквально только вчера, поэтому она еще не успела выпрямиться. У меня есть идея снять видео с покупками для дома, потому что у меня накопилось много интересных покупок. Пишите в комментариях, если хотели бы такое видео. Здесь висят обычно сковородки, доски, но немного, так как основная часть у нас хранится в другом месте. Здесь большая деревянная доска, обожаю именно такие форматы. На подоконнике стоит растение, которое называется очиток. Оно очень долго стоит и растет прямо сейчас, вот даже в ноябре. За окном у нас 3 милые туи, и когда выпадает снег, то они сразу же так выглядят мило, как елочки по-новогоднему. Вот эти полки выглядят просто прекрасно на фоне окна. Конечно, они являются небольшим пылесборником, но я готова их мыть и протирать, потому что в целом они выглядят очень красиво, конкретно в интерьере. Кстати, сегодня с утра Лёша так аристократически пил апельсиновый сок вот отсюда. Над раковиной у меня сразу несколько предметов. Во-первых, это вот такая емкость для ножей. Я еще сюда вставила искусственный эвкалипт. Мне кажется, красиво выглядит. Единственное, я сомневаюсь в гигиеничности конкретно вот такой вот посуды. Сухие полотенца, средства для мытья посуды. Также тут губка и вот такая щеточка. Эту щеточку я купила недавно. Она из IKEA. Еще мне очень нравится, как подсвечивается столешница верхним светом.
Та-дам! И у нас здесь вот такая переносная кнопка. Это, по-моему, умный свет называется. Умный дом. Кстати, над плитой здесь нет вытяжки, поэтому, когда я готовлю что-то такое по типу супа, то я просто открываю вот это окно. Напротив столешницы у нас огромный белый стол, на котором я люблю раскладывать сразу все. И салат, и горячие блюда, фрукты. То есть здесь все отлично помещается. И мне кажется, даже не на 4, а 6 или вообще 8 человек. Мы тут с Лешей пили чай после того, как снимали на улице, потому что там сегодня очень холодно. И хочу вам показать вот эту кружку. Во-первых, здесь у нее на донышке сердечко, а сбоку написано «Создавай свое время». То есть это очередное напоминание о том, что все в наших руках, что мы сами создаем свою рутину, свой каждый день можем сделать интереснее и наполнить его приятными мелочами. Конкретно эта кружка из H&M Home, и я давно ее хотела, и в один момент я как раз-таки заказывала онлайн оттуда, но почему-то я выбрала другую кружку, и поэтому я была приятно удивлена, когда увидела ее здесь, и поэтому та самая желанная кружка все-таки теперь у нас. Также на столе я часто люблю ставить тарелку с какими-то ягодами, фруктами, то есть, например, недавно я ставила сливу, и мы ее быстренько съели, потому что если фрукты хранятся в холодильнике, то они как-то не попадаются нам на глаза и едятся очень долго. Свеча, я ее привозила из поездки в Париж, поэтому это такое напоминание милое. Очень люблю завтракать с этим видом, и еще именно в этом доме я бы любила пасмурную погоду, потому что в пасмурную погоду здесь вот эти леса, все видно гораздо лучше. Далее у нас здесь самое непопулярное место в этой квартире, это вот такой стол, также стоит мой штатив и телескоп. Этот телескоп ждет своего часа, мы очень хотим посмотреть на звезды, просто пока что вечера были холодные, и мы не рисковали его выносить. И давайте переместимся на второй этаж. Первое, что здесь нас встречает, это вот такое большое окно, так называемый второй свет. По утрам первым делом я открываю вот эту занавеску, чтобы к нам пробивался свет, солнечные лучи, потому что это действительно большое окно, и из него светит много-много света. Напротив окна еще одна интересная деталь этого дома — это небольшая картинная галерея. Здесь всего 7 картин, которые вот прямо до потолка. И еще вон там мансардное окно подсвечивает 8-ю картину, которую я вам покажу чуть позже. В основном здесь картины выполнены из масла и изображена природная среда. Поднимаемся по лестнице, и первое, что здесь нас встречает, вот такой вот комод. На нем я поставила декоративную вазу с кустовыми гвоздиками, также свою косметичку с небольшими мелочами. Вот такая лампа, и самое интересное — это картина, которая подсвечивается мансардным окном. На самом деле это выглядит просто волшебно. Сейчас такой свет мягкий, а по утрам бывает так, что здесь бьют прямые, яркие, контрастные солнечные лучи, и вот так вот все супер ярко подсвечивается. Если мы переведем наш взгляд вниз, то здесь расположится такой уголок Ноксёныша. Здесь ее мышка, которую она играла. Особенно мне нравится вот эта миска, которая по форме как голова кошки с ушками. В комоде у нас лежат разные мелочи, и мы поделили его ровно пополам, то есть вот это Лешина сторона, а вот это моя. Справа от комода находятся 2 двери, и это как раз-таки моя комната и Лешина комната. Начнем с моей комнаты, я это называю свой кабинет, потому что здесь вот такое рабочее место. Помимо ноутбука у меня здесь еще тетрадь для записей, микрофон для записи звука, наушники, которые я подвесила на гвоздик, и вот такая плетеная косметичка, которую я приобрела недавно, и здесь у меня хранятся провода. Над рабочим столом у меня мансардное окно, в которое я периодически любуюсь то голубым небом, то дождем, то снегом, в общем, в зависимости от погоды. Сегодня нам повезло с погодой, такое голубое небо, зеленые деревья, красота. Эта комната в целом небольшая, то есть здесь только рабочий стол и кровать. То есть по желанию, если к нам приедут гости, то они могут расположиться на этой кровати. Но пока что здесь отдыхаю я, когда хочется уединиться, и в целом я очень рада, что у меня есть своя комната, потому что этого не было уже последние все годы. За стенкой у меня очень доброжелательный и хороший сосед, с которым мне нравится жить по соседству. Это, конечно же, комната Лёши. Здесь уже нет стола, потому что Лёша любитель в своей комнате только отдыхать, поэтому здесь только кровать, и у него целых 2 окна с видом на лес, на солнышко. Не перестаю любоваться мансардными окнами, и у Лёши тоже замечательный вид. Мне кажется, у него еще больше деревьев видно. Я только сейчас поняла, что у Лёши из окна даже видно море. В общем, сейчас не очень хорошо видно, но я вас туда свожу. Напротив кабинетов находится 2-я ванная комната, и это моя любимая ванная. Ну, во-первых, потому что она в прямом смысле слова с ванной, а во-вторых, потому
потому что такое чувство, что она создавалась специально для меня. Здесь есть окно, здесь есть специальный свет, чтобы было удобно краситься. И также здесь два зеркала. Во-первых, вот такое вот, которое выполнено как будто под винтаж. И второе зеркало вот такое во весь рост, тоже шикарное. Мне очень нравится эта идея с большим зеркалом в ванной комнате. Как раз таки в прошлом видео я вам показывала, что я здесь принимала ванну с пеной, со свечами. В общем, это сплошное удовольствие для человека, который более 3 лет жил без ванны. И хочу подробнее остановиться вот на этой полочке. Как вы понимаете, здесь она у нас тоже разделена пополам. С правой стороны Лешиной принадлежности и с левой стороны мои. У меня здесь мои самые любимые средства. Подробнее на них я останавливалась в 2 своих видео про утренний уход за лицом и про вечерний. Если вдруг для вас актуально, то я обязательно оставлю ссылки в описании, потому что там я показывала вот свой топ самых любимых и действенных средств для лица. На раковине у нас стоит 2 средства. Во-первых, это мыло для рук и крем для рук. Этот диффузор я купила совсем недавно, и мне кажется, он идеально вписывается в эту комнату. Также покажу его в своих покупках для дома. Здесь также есть возможность принять душ, но на самом деле это не так удобно делать конкретно в ванной, поэтому душ мы принимаем просто в нижнем душе, там где сауна. Рядом с ванной у нас полотенце, халат, полотенцесушитель, в общем, стандартный набор для ванны, и мне она нравится в большей своей мере именно минимализмом, чистотой и, не знаю, согласитесь, это прям вот, если вы смотрите меня давно, то это полностью в моем вкусе. Давайте двигаться дальше. Следующая комната, и она самая любимая для нас по функциям, это спальня. Снизу под кроватью располагается домик Ноксеныша, в котором она каждую ночь спит, а днем она обычно лежит где-то на ковре. В этой комнате у нас много темных элементов, и в целом она сама по себе такая темная, потому что солнце у нас сходит в той стороне, а окно у нас с этой стороны, поэтому, соответственно, когда мы с утра просыпаемся, здесь темно. Именно в этой квартире я поняла для себя, что в будущем вот обязательно нужно иметь спальную комнату, немножечко приглушенную, то есть не обязательно в таких темных тонах, но все-таки в каких-то коричневатых, бежеватых. И в идеале, чтобы она выходила не на восток, там, где восходит солнце. Так полюбила эту комнату, я здесь замечательно высыпаюсь, потому что в нашей квартире там белая комната, и спать там, особенно летом, тяжело. И я раньше этого не понимала, что дело в том, что просто вокруг все белое. Также в спальне у нас шкаф для одежды и дополнительные вешалки. Я сплю с левой стороны и положила здесь такие небольшие мелочи, как, например, масло для кутикулы, я обычно перед сном мажу. Также недавно в печеньке с предсказаниями мне попалось вот такое предсказание, и мне так понравилась эта фраза, что я ее себе оставила. Док-станция на 3 устройства и букет кустовых гвоздик. Я обожаю, как они выглядят, такие очень милые цветочки, и которые опять-таки стоят долго. И вот видите, как раз-таки в это окно только сейчас начинает приходить солнышко, а еще вот эту занавеску мы постоянно оставляем вот так. То есть здесь небольшая дырка, потому что с утра Ноксик просыпается самое первое и прыгает вот сюда смотреть в окошко, на людей, поэтому вот эта дырка в тюле это специально для нее. И еще забыла сказать вам интересную деталь. Вы явно обратили внимание, что посреди деревянной стены вот такой вот прямоугольник. И как я догадываюсь, мне кажется, что здесь почти 100% было окно. Но далее уже его решили убрать. И, кстати говоря, за стенкой там пристрой, то есть гараж двухэтажный, поэтому либо из-за этого убрали, либо просто потому что солнышко светило в глаза, и здесь было не так темно и не так хорошо спалось. И закончить этот рум-тур я хочу на берегу моря, который у нас находится в 3 минутах ходьбы, потому что это частичка нашей жизни, частичка нашего дома. И мы с вами как раз попали на закат, поэтому хочу сказать вам спасибо за просмотр, пожелать прекрасного дня и до встречи в новом видео.